Собрались как-то раз Иордания, Египет, Сирия и Моше Даян. Сирия, наслушавшись советских советников, спрашивает Даяна: «Вилкой в глаз или в седалище раз?» А Иордания говорит: «Вилку он уже, похоже, выбрал». И все страны засмеялись. Моше Даян таких приколов не оценил и то есть накостылял всем троим. Мир всем! Вы на канале Эхо Войны. И я ее голос, Ник Рай. И сегодня в рамках рубрики «Творцы истории» мы поговорим о Моше Даяне, человеке, который с детства защищал кибуцы, а позже стал офицером нового государства Израиль и дорос до генерала с высоким авторитетом как среди солдат, так и политиков. Почему Моше Даян потерял глаз? Что Моше Даян забыл во Вьетнаме? Был ли Моше Даян гением войны или он переоцененный палач и каратель? Давайте разбираться. Хотите прочитать уникальную историю о людях на современной войне? Тогда предлагаю вам свою первую книгу из серии под названием «Вырваться с войны. Сломанные судьбы». История расскажет вам о судьбе двух девушек и парней, которые против своей воли стали участниками боевых действий в окруженном городе. Осажденный Светлоград не первый год разрывается изнутри. Наемники, местная дружина и мародеры с бандитами не дают спокойно искать спасения в развалинах города. Надежд на мир не оставляют и армии ДРСН и СССР, что держат плотную блокаду и обстреливают город. Смогут ли герои сохранить себе человека или сломаются и станут подонками? Почему неподготовленные к войне люди идут на нее? Что испытывает человек, очутившись в круглосуточном кошмаре? Читайте бесплатные главы на Ридеро. Ссылка в описании. Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Моше Даян родился 20 мая 1915 года в кибуце Дгания в Палестине, а вырос в Нахаляле, в первом мошаве. Уже тут надо пояснить, что кибуц – это концепция коммунизма, где все живут в равных условиях и нет понятия частного как такового. Есть общая столовая, общий детский сад, и у каждого есть своя определенная роль. Мошав же – это сельское поселение, каждая семья в котором имеет собственную ферму и хозяйство. Отец Даяна Шмаэль приехал в 1908 году в Палестину из Украины во время второй алии. Алия – это репатриация евреев в Израиль. Он относился к числу лидеров партии Хапоэль, что переводится с иврита как «молодой рабочий», а потом Мапай, также социалистической партии, которую возглавил в 1930 году Бен-Гурион. Жена Шмаэля, Двора, мать Моше, была одним из авторитетных руководителей движения женщин-первопроходцев. Моше Даян, таким образом, уже с юных лет находился среди политически активных репатриантов. Для Шамеля, Дворы и их единомышленников создание поселений, осушение болот, противостояние малярии, лишениям и враждебности соседей арабов – это и была идеология в действии. Для Моше, еще совсем маленького мальчика, это была жизнь. Другой он не знал. Он охранял деревенские поля, время от времени дрался с арабскими мальчишками из окрестных поселений, что не мешало ему завязывать дружеские отношения с ними. И в 1929 году, в возрасте 14 лет, вступил в Хагану – подпольные вооруженные силы, созданные еврейским Ишувом. Ишув – собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль. В 1938 году Даян командовал одним из отрядов, которые были сформированы с АД и действовали в Израильской долине и Галилее. Он участвовал и в ночных операциях особых отрядов, созданных Уингейтом, британским офицером, который стал поборником сионизма.
Летом 1939 года Моше Даян был арестован мандатными властями вместе с еще 40 слушателями нелегального курса Хаганы. Он был осужден на 10 лет, но отсидел только 2 года, так как британская администрация была встревожена немецкой угрозой и резко сменила приоритеты, начав искать сближение с Хаганой. Надо отметить, что молодые евреи были только рады такому сближению, которое открывало перед ними перспективы значительно улучшить боевой опыт и давало достойное обеспечение оружием, которого им не хватало. Даян стал участвовать в разведывательных операциях, предшествовавших вторжению британцев в Сирию. В одной из таких вылазок 7 июня 1941 года, в день вторжения, Даян потерял левый глаз, сражаясь с солдатами режима Виши. Черная повязка, которую он будет с тех пор носить, в будущем прославит его на весь мир. Первое свое официальное назначение Моше Даян получил весной 1948 года, во время войны за независимость. Он стал командиром батальона 89, подразделения 8-й танковой бригады, с которой он занял города Лиду, нынешний Лод, и Рамле в центре страны, а потом участвовал в боях с египтянами на юге. Даян был блестящим офицером, храбрым и организованным в бою, а кроме того и великолепным тактиком, способным применять смелые и в то же время взвешенные решения. Тем не менее, карьера у него поначалу не ладилась. Это объяснялось тем, что Даян принадлежал не к самой влиятельной группе в армии, ядро которой в командовании составляли представители крайне левого сионизма, выходцы из кибуцев, а не из машавов. Кроме того, давало о себе знать тяжелое ранение, из-за которого Даян был отдален от непосредственно линии фронта. Но несмотря ни на что, Бен-Гурион все-таки заметил необычного офицера. В июне Моше Даян был назначен командующим Иерусалимским фронтом. В дальнейшем он принимал участие в переговорах о прекращении огня с представителями иорданского короля Абдаллаха ибн Хуссейна. В ходе дискуссий, закончившихся подписанием соглашения командующих, первого соглашения между израильтянами и представителями арабской страны, Даян проявил себя подлинным дипломатом, поэтому его назначили членом израильской военной миссии, которая на острове Родос вела переговоры о перемирии с остальными представителями арабских стран. В октябре 1949 года Даян стал командующим Южного военного округа, одного из 3 военных округов Израиля, в чине дивизионного генерала. Пройдя обучение в британской высшей офицерской школе, Даян был назначен командующим Северного округа, а в октябре 1952 года стал начальником оперативного отдела Генштаба. 6 декабря 1953 года Моше Даян занял пост начальника Генштаба. С этого момента он стал разрабатывать совместно с Бен-Гурионом стратегию обороны государства Израиль. С тех пор и до войны Судного дня Даян стал олицетворением военной мощи Израиля в глазах как своих соотечественников, так и всего мирового сообщества. Если хотите заключить мир, не нужно заводить разговоры с друзьями. Общайтесь со своими врагами. Едва вступив на должность командующего израильской армией, весьма истощенной после войны за независимость, к тому же плохо экипированный и недостаточно вооруженный, Моше Даян принялся реформировать всю военную систему, или, как он сам назвал это, выковывать новую армию. Он перетряс всю должностную иерархию, почти не обращая внимания на привычную субординацию. Часто наносил неожиданные визиты, благо расстояния были невеликие, в места расположения армейских частей. Одной из первых введенных им мер было снижение возраста ухода в отставку до 40 лет. Основным мотивом этого шага была необходимость обновления кадров, сохранения боевого пыла, свойственного молодости, а также презрение к предрассудкам. В этих шагах отчетливо проявлялся нонконформизм, свойственный Даяну, а также присущий ему ярко выраженный индивидуализм. Отныне акцент делался на наступательном потенциале армии Израиля. Отсюда первоочередное внимание уделялось формированию боевого духа воинских частей. Половина новобранцев направлялась в боевые подразделения, случай исключительный для современной армии. Осуществлялась программа всестороннего и требовательного обучения. Изменились понятия победы и поражения, возможного и невозможного. Еще будучи начальником оперативного отдела Генштаба,
Даян создал знаменитое подразделение 101, которое было передано под командование Ариэля Шарона, и которое, занимаясь карательными операциями на территории противника, быстро прославилось не только своей дерзостью и эффективностью, но и жестокостью. Получив должность начальника генштаба, Моше Даян расширил подразделение 101 за счет парашютистов. Люди в красных беретах с тех пор превратились не просто в военную единицу, а в концепцию и символ. Стратегия сильной руки Даяна и Бен-Гуриона, стратегия превентивных атак и молниеносных карательных операций, намеренно непропорциональных, в ответ на вылазки террористов с территории соседних стран, была вызвана суровой необходимостью. Страна была истощена, испытывала недостаток в материальных и человеческих ресурсах, не имела союзников, но существовала в окружении многочисленных врагов, которые стремились ее уничтожить. С другой стороны, не менее важен был психологический фактор подобной военной доктрины, в первую очередь для того, чтобы умерить агрессию врага, заставить действовать его более спокойно. Но также было необходимо вселить в ряды израильтян уверенность в своих силах, привить им воинскую доблесть, особенно в рядах репатриантов из арабоязычных стран, которым, репатриантам, зачастую не хватало этой доблести. Представителям поколения Даяна и Бен-Гуриона, непосредственным участникам событий 1936-39 годов, политика силы была наиболее предпочтительна. Однако существовала и альтернатива такой доктрине, ярким выразителем которой был, например, Моше Шарет, министр иностранных дел, придерживавшийся умеренных взглядов. Однако эта альтернатива не имела успеха, так как политический престиж Бен-Гуриона и военная слава Моше Даяна всегда обеспечивала им перевес. Первым значительным испытанием новой военной доктрины Даяна стала Синайская война 1956 года, продлившаяся всего 100 часов. Экзамен был сдан великолепно. С политической точки зрения, результаты этой скоротечной кампании спорны. Однако с военной точки зрения, это был грандиозный успех израильской армии и ее одноглазого командующего. Слава Моше Даяна достигла в тот период зенита. Однако блестящая военная победа чуть не закончилась политической катастрофой для Израиля. Под давлением Москвы и Вашингтона израильское правительство согласилось эвакуировать свои войска с Синая и из сектора Газа. Даян пригрозил уходом в отставку, однако остался на своем посту и даже руководил выводом войск. Не переставая заниматься политикой, являясь военным, Моше Даян продолжил ей заниматься и сняв погоны. Это случилось в 1958 году, а уже осенью следующего года он был избран в Кнессет и стал министром сельского хозяйства в последнем правительстве Бен-Гуриона. В тандеме с Шимоном Пересом Даян был весьма критически настроен к старым партийным боссам и стремился модернизировать израильское общество. В отличие от своих предшественников, новые политические силы Израиля пытались проводить линию деполитизации и либерализации общественной жизни. Политическая борьба в руководстве Израиля шла с переменным успехом, и в итоге в 1965 году Даян, оставшись без поддержки Бен-Гуриона, отошедшего от дел, вышел из состава правительства. Наши друзья-американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, а от советов отказываемся. В августе 1966 года Моше Даян отправился во Вьетнам. Даян получил предложение, от которого не смог отказаться. Газета «Маариф» предложила ему вылететь в Южный Вьетнам и присоединиться к американским войскам в качестве репортера. В Кнессете состоялись бурные дебаты об этой поездке во Вьетнам. Решение Даяна поехать в разрушенную войной страну подверглось критике со всех возможных сторон. Его однопартийцы расценили это как ошибочный шаг, а генеральный секретарь Маки, Амифлага Акоммунистита Исраэлит, или Коммунистической партии Израиля, Шмуэль Миконис вообще осудил путешествие и заявил, что присутствие на театре военных действий в такой спорной войне столь известного израильтянина повредит нейтралитету Израиля. Министр иностранных дел Абба Эбан отмел это возражение, но выразил недоумение по поводу поспешности решения, спросив, почему Даян вообще не консультировался с правительством перед отъездом. Но Даян не отменил поездки. Перед посадкой в самолет он объяснил журналисты газеты «Давар». Эта поездка во Вьетнам не выражает солидарности или противодействия действиям Америки в этой стране. Я еду во Вьетнам, чтобы увидеть политические и военные аспекты того, что там делается. И я верю, что во время моего визита можно многому научиться.
Серия статей и дневник, опубликованный в течение 10 лет после этой поездки, доказали, насколько он был прав. Сначала Даян полетел в Париж, чтобы услышать от сверхдержавы, которая до описанных событий правила Вьетнамом, почему она не смогла сохранить контроль над страной. Он встретился в частности с генералами Луасьоном и Нико, которые служили в регионе до поражения французов. Практически по каждой теме они высказали противоположные мнения. Генерал Луасьон сказал: «Трудность американцев – негативное общественное мнение во всем мире и внутри Америки, население которой отказывается поддерживать необходимые жесткие шаги. Если бы не это, в военном отношении все можно было бы сделать удовлетворительно». Он считал, что силы повстанцев на севере истощились. Даян высказал опасения: «Я, скорее всего, приеду слишком поздно. К тому времени, когда я доберусь до Сайгона, между Вьетконгом и американцами уже наступит перемирие». Генерал Нико видел ситуацию иначе. Он сказал Даяну, что воздушные налеты должны быть прекращены, а все усилия направлены на получение разведданных. Американцы ищут радикальных действий, чтобы раз и навсегда положить конец битве. Но они обнаружат, что только длительная битва победит Вьетконг. Из Парижа Даян полетел в Лондон, чтобы поговорить с героем Второй мировой войны, фельдмаршалом Бернардом Ло Монтгомери. Монтгомери имел четкие взгляды на тему Вьетнама. Он рассматривал Китай как растущую державу, а коммунизм как метод управления, хорошо подходящий для Азии. Американцы ошибаются, желая там навязать свой образ жизни, подытожил Даян встречу. Мы уехали через 2 часа, и он расстался со мной, сказав: «Когда вы вернетесь из Вьетнама, то придете и скажете мне, что американцы сумасшедшие». Из Лондона Даян полетел в Вашингтон. Здесь он мог задать несколько острых вопросов представителям американских военных. Ему было трудно поверить утверждениям, что зимняя атака Вьетконга побеждена войсками генерала Уэстморленда. Если соотношение армии США и сил Северного Вьетнама было действительно 3:1, а подполье Северного Вьетнама не обладало танками, артиллерией и прежде всего не имело никаких воздушных сил, в отличие от американцев, у которых есть все вышеперечисленное, мне трудно понять, почему американцы не добились окончательной победы. 25 июля Даян приземлился в Сайгоне, столице Южного Вьетнама. После десятков разговоров и встреч, праздничного ужина и неофициальных объятий, Даян устал от слов и потребовал помощи. Он провел следующий день в том, что назвал «бумажной зоной». Ему были выданы 3 разных журналистских удостоверения – американское, южно-вьетнамское и израильское. Он экипировался соответствующей армейской одеждой и прошел необычайно впечатляющий военный инструктаж от сержанта, который на каждый вопрос говорил, что не знает, как ответить, что он всего лишь офицер по связи с общественностью. В конце этого долгого дня Даян получил желаемое – отправился на саму войну. Несмотря на серьезный возраст, тогда ему было 51, американские сопровождающие поняли, что этот одноглазый журналист уже видел в жизни битвы. Он не боялся приближаться к часто меняющейся линии фронта, участвовать в засадах, переходить вброд реки, погружаться в грязь. «Он движется как червь по горячей земле», — сказал один из американских командиров. Вскоре после возвращения из Вьетнама, во время 6-дневной войны, Даян получил желанное назначение министром обороны. Посещение зоны военных действий и беседы с соучастниками этого длительного исторического события сыграло огромную роль. Многое из того, что Даян увидел во Вьетнаме, в своих военных действиях с большим успехом начал применять Израиль. Чтобы прицелиться и попасть, достаточно одного глаза и одного пальца. Общественное мнение вынудило премьер-министра Израиля Эшкола вернуть Даяна в 1967 году в правительство, в этот раз на прежний пост министра обороны. Влияние командующего на действия израильской армии в войне 1967 года в тактическом плане было не таким значительным, как 11 лет назад. Дело в том, что армия уже отличалась от своего образца 1956 года, и за короткий срок пребывания на посту министра обороны Даяну сложно было внести что-то новое. Однако высокий престиж героя Суэца влиял на солдат и на общество в целом очень сильно. Стоит отметить, что к тому моменту Израиль находился в изоляции, а вторжение 80-тысячной египетской армии на Синай поставило израильский народ, по мнению многих, на грань геноцида. Тем не менее, война закончилась тем, что Даян вернул израильтянам ранее завоеванные ими территории.
Он вел достаточно гибкий оккупационный режим, незаметный, насколько это было возможно. С другой стороны, он безжалостно подавлял любые попытки вооруженного сопротивления, запретив даже политические манифестации. Даян стал главным разработчиком упрощенческой доктрины обороны Израиля. По этой концепции соотношение сил было явно в пользу Израиля. Палестинцы с точки зрения военной угрозы ничего не стоили, а арабские страны, по твердому убеждению Даяна, по крайней мере на протяжении одного поколения, не в силах были решить конфликт военным путем. Под воздействием этой доктрины, а также из-за упрямства представителей арабских стран, правительство Голды Меир Моше Даяна аннулировало принятие накануне войны решения о возвращении арабам отобранных у них территорий в обмен на подписание составленного по всей форме мирного договора. Руководство Израиля отныне больше не собиралось отказываться от своих завоеваний, а также начало колонизацию новых территорий. Рассуждения были просты. Арабы только и мечтают об уничтожении Израиля и не понимают другого языка, кроме как языка силы. Однако, Даян со временем стал понимать слабости подобной концепции, и его взгляды эволюционировали. На это повлияла развязанная и проигранная Насером война на истощение на Суэцком перешейке, что шла с марта 69 по август 70-х годов. Моше Даян предложил отвести войска от канала до Синайских перевалов, чтобы позволить египтянам восстановить международный водный путь и восстановить разрушенные города. Он хотел исключить возможность новой войны, сделав так, чтобы египтяне были кровно заинтересованы в сохранившемся положении. Голда Меир отказалась, Даян вынужден был подчиниться. Израильское общество находилось под определенным дурманом пропаганды, переоценив свои победы в войне и недооценив реваншистские настроения в Египте, а также широкую помощь египтянам со стороны СССР. Следствием этого стали события в праздник Йом-Кипур 6 октября 1973 года. Армия обороны Израиля одержала победу, но очень дорогой ценой. Именно Моше Даян стал главной жертвой гнева своих соотечественников. Специальная комиссия по расследованию причин неудачной кампании сняла с Даяна какую-либо ответственность за произошедшее. Тем не менее, крик молодой женщины, вероятно вдовы погибшего солдата, в лицо Даяну «Убийца!» стоило для генерала дороже. Однако, карьера Моше Даяна не закончилась. В 1977 году он стал министром иностранных дел, согласившись на предложение лидера либерального блока Херут, что с иврита переводится как «свобода», Менахема Бегина. И это принесло положительные для Израиля результаты. В ходе долгих переговоров о визите Анвара Садата в Иерусалим, на переговорах в Кэмп-Дэвиде и в другие трудные моменты, Даян играл важную, возможно даже решающую роль. Моше Даян умер от рака 18 числа месяца Тишрей, по европейскому календарю 16 октября 1981 года, в возрасте 66 лет. Вот такой была жизнь знаменитого одноглазого генерала. Были в нем взлеты и падения, перегибы и недостаточно решительные и настойчивые действия. Моше Даян воистину человек войны. С самого детства и до своей смерти он находился на войнах, как с другими государствами, так и на политической арене своей страны. А на сегодня это все. В заключение, как обычно, хочется пожелать вам, мои дорогие зрители, только одного. Мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.